Он ненавидит работать на дневной работе, которая его поддерживает, жалуется, что это невыносимо и никогда не кончается, он устал от повседневной работы. Все та же рутина, и кажется, что она никогда не изменится. Он отчаянно хочет сбежать от всего этого. От поездов с избыточными мощностями, от начальства, злоупотребляющего своей властью, и от самой работы. Он хотел бы, чтобы всегда была ночь, чтобы ему не нужно было идти на работу на следующий день. Но однажды, возвращаясь домой, он падает с ног от боли, вызванной ненавистью к своей жизни. Именно в эту минуту фон меняется, как будто аниматоры наконец решили сменить декорации. Он обнаруживает себя в другой одежде в незнакомом лесу с незнакомыми растениями. О да, это яблоко, если тебе интересно. Он не понимает, что происходит. Он оглядывается по сторонам, чтобы понять, где он может быть, осматривая растения. На какое бы растение он ни посмотрел, он видит двух фей, которые держат табличку, сообщающую ему, какое из них доставляет ему удовольствие, а какое отравляет кого-то. Он в крайнем замешательстве, потому что последние 30 секунд был чист. Но в то же время ему становится любопытно. Феи держат табличку с его именем, возрастом и откуда он родом. Там также написано, что он из другого мира и что он умеет распознавать и изготавливать лекарства, как Уолтер Уайт. Это сбивает Рейджи с толку, потому что он с удовольствием готовил бы кристаллический метамфетамин вместе со своим учителем химии, у которого рак легких, но только не в другом мире. Он слышит низкое рычание неподалеку и идет выяснить, что это за шум. Он находит волка, который пытается уснуть. Он быстро спешит проверить, в чем может быть проблема. Рядом с волком лежит мешочек с зельями, которые могут заставить волка проснуться. Он слышит голос, который говорит ему, что эти зелья используются при внешних повреждениях, чтобы остановить кровотечение. Волк пытается уснуть, чтобы сэкономить на лекарствах. Он понимает, что это похоже на те игры, в которые он играет, такие как Skyrim или Diablo. Он пытается скормить зелье волку, но тот не открывает пасть и слегка качает головой. Рюдзи не понимает, потому что он думал, что зелья принадлежат волку. Зачем волку носить сумку с зельями Рейджи? Ты что, совсем тупой? Если он понюхает зелье, чтобы убедиться, безопасно ли оно, и обнаружит, что оно воняет, он не сможет скормить его собаке. Поэтому он пытается придумать что-нибудь еще, чтобы помочь. Он вспоминает, что одним из его умений является приготовление лекарств. Поэтому он идет искать какие-нибудь растения, чтобы смешать их с зельем и создать что-нибудь, что сработает. Ему удается создать хорошее лекарство, которое не воняет, и скармливать его животному. После употребления лекарства волк чувствует себя лучше, он вскакивает и кружится так быстро, что это пугает Рейджи. Он думал, что убьет его после того, как попытался заставить волка выпить крысиный яд. Затем волк бросился на Рейджи и волшебным образом превратился в девушку с волчьими ушами. «Рейджи, ты такой классный, братан. ФБР скоро будет у твоего порога». Феи появляются с табличкой, на которой изображены черты девочки. Она оборотень-получеловек, имеющий как человеческую, так и волчью форму. Она представилась как Нола и поблагодарила Рюдзи за спасение ее жизни. Затем она выразила радость по поводу лекарства, которым он ее накормил, потому что оно было вкусным. Это делает Рейджи счастливым, потому что ему действительно нравятся маленькие девочки с собачьими ушками, братан. И в этот момент он говорит о себе. Он говорит ей, что хочет пойти поискать город, и она спрашивает, может ли она присоединиться к нему. Она называет его хозяином и предлагает защищать его во время их путешествия. Рюдзи соглашается взять ее с собой, и они начинают свою долгую прогулку. Рейджи думает, что, возможно, его жизнь будет лучше, чем та, которой он жил в реальном мире, потому что ФБР и внутренний полюс нигде его не найдут. Вскоре Рюдзи и Нола находят город под названием Калта, ищут место для жилья и открывают аптеку. Но оказалось, что самым дешевым вариантом, который у них был старый дом, заброшенный более 100 лет назад. По-моему, он совсем не выглядит старым, особенно если учесть, что здесь нет паутины и повсюду разбросаны кукарачи. И, как ты можешь догадаться, в доме обитает привидение по имени Мина. Рюдзи выходит из себя, но Мине удается успокоить его, заявив, что она не призрак. Она называет себя духом-хранителем дома и хочет, чтобы все, кто в нем живет, жили счастливо. Так что, по сути, она призрак, только не из тех, кто занимается колдовством или паранормальными явлениями. Помня об этом, Рейджи решает открыть свою аптеку и нанять Мину и Ноэля в качестве своих сотрудников. Им платят хуже, чем в японской компании, потому что они ничего не получают. Но однажды у Мины поднялась температура, и Рейджи приготовил ей суп, чтобы помочь справиться с этим. Для духа-хранителя даже нет смысла болеть лихорадкой, но это не важно. Хотя он и не понимает, как у призрака может быть лихорадка, он старается помочь ей согреться и быстро выздороветь. Мина просит, чтобы ее покормили, потому что когда у нее поднимается температура, ей кажется, что избалованность – лучшее лекарство. Рюдзи кормит ее, и вскоре она рассказывает ему, что комната, в которой они находятся, была ее комнатой, когда она была еще жива. Она очень часто болела и все время лежала в постели, уставившись в потолок, до такой степени, что ей становилось еще хуже. Им следовало купить плазменный телевизор или что-то в этом роде. Она устала смотреть на это, но ей больше ничего не оставалось, кроме как лежать и страдать. Она говорит, что потолок с тех пор не изменился, и продолжает рассказывать о том, как ее мать заботилась о ней. Она чувствовала
себя плохо, потому что обременяла свою мать заботой о ней и не получала удовольствия от жизни. В конце концов она умерла, что причинило еще больше горя ее матери и ее семье. Дэн. Она действительно является профессиональной обузой. Это так печалит ее, что она плачет, и Рейджи утешает ее, говоря, что она не является обузой ни для кого, кроме своей семьи, особенно для своей мамы. Позже Рейджи и Нола идут в старую комнату ее матери, которой не пользовались более 100 лет. По какой-то причине там нет ни пыли, ни паутины. Братан, в этой комнате чище, чем в большинстве ваших комнат. Они роются в вещах матери Мины в поисках чего-нибудь полезного, что можно было бы подарить Мине. Они находят ящик, заполненный ее старыми вещами, и старый дневник с какими-то надписями, которые уже выцвели. Но они решили забрать его, потому что там есть несколько разборчивых фрагментов. После этого они смешивают некоторые ингредиенты и готовят зелье, которое называется трехминутное пробуждение. Рейджи идет, чтобы дать его Мине, чтобы она могла капнуть каплю на дневник своей матери, что вернет ее мать к жизни на 3 минуты, снова обременяя ее даже в самые трудные времена. Загробная жизнь. Мина следует инструкциям и наблюдает, как появляется голографическое изображение ее матери. Увидев Мину, ее мать становится несчастной, потому что даже после смерти она все еще видит свою дочь, которая тоже мертва и снова больна. Мужчины сейчас даже не могут передохнуть. Она замечает, что Мина сейчас больна чем-то другим, и у нее нет духовных денег, чтобы купить еще лекарства. Она ненавидит, что ее муж оставил ее одну заботиться об их дочери. Она плачет, спрашивая, почему Мине просто не станет лучше. Мина извиняется перед своей матерью, говоря, что она не хотела, чтобы ее считали ужасной. Она никогда не просила, чтобы ее тошнило, но это не меняет того факта, что ее матери пришлось отложить свою жизнь, чтобы ухаживать за ней. Ее мать болезненно громким голосом спрашивает ее, почему лекарства не помогают, и Мина громко отвечает, что она не знает. Ее мать говорит, что врачи тоже не знают, и она больше не знает, что делать. Мина говорит своей матери, что она умерла 1 числа, чтобы ее семья могла перестать беспокоиться о жизни и не тратить время впустую из-за ее смерти. Она хотела избавить их от бремени постоянной заботы о ней, вызвав у них депрессию и огромное эмоциональное бремя. Мать Мины оборачивается и плачет, уткнувшись лицом в ладони. Она спрашивает, почему Мина должна была умереть первой, ведь она сама хотела опередить свою дочь. Она хотела, чтобы та прожила дольше и была счастлива. Но это было невозможно. Мина понимает, как сильно ее смерть ранила ее мать, и становится опечаленной. Ее мать говорит ей, что несмотря на то, что это было тяжело, она была счастлива, когда Мина все еще была рядом. Когда она умерла, она стала еще счастливее, потому что наконец-то избавилась от этого бремени и смогла жить своей жизнью. Нина называет ее лгуньей, но ее мать продолжает говорить. Она хотела бы, чтобы ее дочь стала старше и вышла замуж. Очень жаль, что она умерла по сюжетным причинам и из-за эмоционального захвата денег. Она хотела подарить ей брошь, которую получила от своей матери в качестве свадебного подарка. Мина смотрит на брошь, которую подарила ей ее мать перед тем, как она умерла от горя. Ее мать говорит ей, что брошь похожа на семейную реликвию, которая может принести им безумную прибыль, если они смогут оценить ее по правильной цене. Мине нужно найти чертову работу, и продажа семейной реликвии может наконец заставить ее двигаться. 3 минуты истекают, и мать Мины начинает исчезать. Когда она исчезает, она говорит Мине, что смысл броши в том, что когда я исчезну, ты будешь плакать. От этого Мине становится еще грустнее, но в то же время немного счастливее. Затем она исчезает, оставляя Мину в слезах. Мина падает в объятия Рюдзи и благодарит его за то, что он помог ей встретиться с матерью. Мысленно она говорит матери, что счастлива. После выздоровления Мины Рюдзи готовится открыть магазин, а Нола звонит в колокольчик. Несмотря на открытие, у Рейджи все еще не хватает ЛСД, и Мина просит его достать его как можно быстрее. Рюдзи соглашается и забирает Нолу с собой, оставляя магазин на попечение Мины. По пути Рюдзи и Нола проходят мимо растений, о которых рассказывает Нола Китан. Рюдзи рассказывает ей все, что ей нужно знать, и она срывает их все и кладет в корзину. Рейджи знает, что Нола делает все то, что она делает, основываясь на невежестве, потому что она девочка-волк, и позволяет ей делать все, что ей заблагорассудится, потому что она забавная. Через некоторое время владелец универсального магазина Альф приходит в аптеку и просит Рейджи продать ему его самый сильный кокаин. Больше всего он хочет продать Гатарейд, обогащенный кокаином, который он называет суперзельем. Это зелье излечивает от переутомления, повышает бдительность и создает эффект самого безумного кислотного трипа из возможных, который также зависит от человека, принимающего его. Альф умоляет Рэя позволить ему купить энергетический напиток с добавлением кока-колы, потому что он действительно вкусный, а он, черт возьми, наркоман. Он никогда раньше не пробовал ничего подобного, потому что каждое зелье, которое они продавали в Калте, было на вкус, как у вашей мамы. Он тоже хочет рассказать всем об этом. Он также рассказал, что ждет своего 5-го ребенка, и его финансовые дела идут неважно. Мужчина на самом деле не мог позволить себе защиту. Что, черт возьми, он пьет Виагру? Продавая это зелье в своем магазине, он мог бы привлечь клиентов. Рюдзи сочувствует этому и в конце концов принимает его предложение. Но Альф не слышит его согласия и продолжает говорить о своих плохих продажах и о том, как он хорош в постели,
хотели, но поскольку у них будет еще один ребенок, ему, возможно, придется закрыть магазин. Он снова просит, и Рюдзи соглашается, но Альф все еще находится в своем собственном мире, где Рюдзи отказывается. Он пытается убедить его еще раз, когда Рюдзи достает лекарство, чтобы дать ему. Альф продолжает жалеть себя, потому что в его магазине не готовят сжиженный метамфетамин, подобный тому, который делает Рюдзи. Он хочет, чтобы его бизнес снова развивался, и он знает, что приготовление кристаллического метамфетамина – это правильный путь. Рюдзи просит у него закуску, и только тогда он понимает, что Рюдзи согласился, и просит 25 бутылок. Он благодарит Рейджи за помощь и счастлив, что сможет растить своего 5-го ребенка, и даже позволит Рейджи спать со своей женой, чтобы у них мог родиться 6-й ребенок. Потому что, как ты знаешь, в ледяном небе процент разводов чрезвычайно низок. Но процент измен чрезвычайно высок. Альф забирает зелье и уходит, пообещав рекламировать и продавать все это. Когда он уходит, Мина делает кое-какие расчеты по доходности лекарства. Она думает, что Рюдзи продал лекарство Альфу очень дешево, хотя должен был заплатить втрое больше. Рейджи не похож на Джеффа Безоса, но его это устраивает. Когда он впервые приехал в Калту, Альф помог ему, так что он хотел отплатить ему тем же и облегчить его финансовые проблемы, подсадив всех в городе на его зелье. Однако после того дня по городу поползли слухи о зельях Риаджи. Они всем понравились, потому что вкус у них был не такой, как у твоей мамы, и каждый купил по одному для себя, своей бабушке и бабушке своей бабушки. Они стекались в универсальный магазин Альфа за ежедневной порцией, и это приводило в восторг Альфа и его беременную жену, которая уже подумывает о 8-летнем ребенке. Некоторые покупатели даже стекались в аптеку Рюдзи. Это дало Рюдзи достаточно средств, чтобы он мог поработать над новым средством для мытья посуды. Да, именно таким, которое быстро и легко удаляет пятна. Мина впечатлена этим средством, и Рюдзи считает, что им нужно добавить его в свой ассортимент. Он просит Мину сделать перерыв, потому что она может снова заболеть, и они не смогут снова перезвонить ее маме. Он говорит ей, чтобы она тоже не готовила, потому что призраки вроде нее не чувствуют вкуса еды, поэтому на вкус она напоминает чертова рагу с крысиным ядом. Он берет Нолу с собой за едой в ближайшую таверну Кроличья таверна. Рена, работающая там девушка, помогает им, и когда они собираются уходить, Рюдзи благодарит ее за помощь. Рена не принимает его благодарность, так как считает, что Рейджи должен дать ей чаевые в размере 100% от того, что он заказал. Она показывает ему ядовитую жидкость, которую использует, чтобы избавиться от запахов, которые у нее были в прошлом, в том числе от человека, которого она ненавидит больше всего. Это напоминает Рейджи о необходимости дать ей новое моющее средство, чтобы она могла попробовать сделать что-то еще более зловещее. В этот момент двое парней, Мас и Дас, встают со своих мест и спрашивают Рейджи, не он ли ответственен за приготовление суперзелья. Рейджи немного пугается, думая, что ребята хотят донести на него. Нола тут же встает перед ним, чтобы защитить, так как чувствует, что надвигается драка. Прежде чем двое мужчин успевают что-либо предпринять, появляется женщина по имени Аннабель и говорит им остановиться, потому что ей тоже нужна доза. И они не собираются избивать своего наркодилера. Двое мужчин неохотно подчиняются ей и садятся. Рюдзи все еще напуган, хотя Нола говорит ему, что она выиграла бой. Он спрашивает Ринну, кто эти страшные парни, и она отвечает ему, что это бригада рыжих котов. Возможно, тебе интересно, где же кот, но мы его еще не нашли. Это отряд наемников, который был нанят Господом для защиты города, а Аннабель капитан. Аннабель извиняется перед Рюдзи за своих людей, и Рюдзи быстро отпускает ее, прежде чем уйти с Нолой. После того, как эти двое ушли, Дас и Мас говорят своему капитану, что они больше не могут этого выносить, и на самом деле нуждаются в быстром исправлении, быстро следуя за Рейджи. Рюдзи идет домой пешком, но ему кажется, что за ним следят. Мужчины из таверны кричат ему, чтобы он остановился, так как они продолжают следовать за ним. Рейджи снова становится страшно, потому что очень скоро его могут ударить. Но оказывается, что Дас и Мас подходят к нему, чтобы поклониться, называя его сэр. Эти наркоманы умоляют его доставить 5 его суперзелий в их общежитие за половину рыночной цены. Аннабель выбегает на место происшествия и начинает ругать своих мужчин, потому что она не хочет, чтобы они первыми получили свою дозу суперзелья. Чувак, эти люди пристрастились к соку Рейджи. И все же они умоляют ее позволить им сделать это, потому что им нужны зелья. Они не думают, что смогут выполнять свою работу без них. Однако Аннабель считает, что с ними все в порядке. Но мужчины разоблачают ее ложь. Они знают, что она крадет некоторые из их суперзелий для себя. Иногда она забирает их все. Черт возьми, в эти зелья действительно добавлен кокаин, не так ли? Они знают об этом, потому что пересчитывают их каждое утро. Аннабель пытается отрицать это, но они знают правду и говорят ей, что поскольку все они наркоманы, им тоже следует принять свою дозу. Аннабель отказывается слушать, как они клевещут на нее в присутствии Риджи. Она утверждает, что все, что принадлежит бригаде Рыжего Кота, принадлежит ей, и все, что принадлежит ей, тоже принадлежит ей. Она коммунистка. Это заставляет Рюдзи осознать, что в этом новом мире люди тоже могут быть помешанными. Нола думает, что Аннабель может что-то заподозрить, поэтому она утверждает, что то, что принадлежит
принадлежит Рюдзи, принадлежит и ей тоже. Рюдзи этого не получит и надеется, что она забудет об этом. Тем не менее, Доус и Мосс говорят Аннабель, что у них в группе финансовые проблемы, и это все ее вина, потому что они копили все наркотики, какие только могли достать. Как наркоманы-наркоманки, которыми они и являются. Услышав это, Рейджи принимает решение доставить лекарства по тройной цене. Дас и Мас счастливы это слышать и кланяются ему в ноги, чтобы поблагодарить за то, что он позаботился о том, чтобы Аннабель больше не могла терпеть свою растущую зависимость от зелий. Аннабель рада это слышать, но отказывается показывать это и делает вид, что это не имеет большого значения. Это заставляет ее подчиненных извиняться от ее имени и еще раз разоблачать ее ложь. И все же Рейджи просит об одолжении в обмен на утроение цены на зелье. Он хочет, чтобы они протестировали моющее средство и распространили информацию о нем, если оно убьет кого-то навсегда. Дас немедленно соглашается использовать моющее средство, вмешивается Мас, желая быть тем, кто сделает это, поскольку они оба считают Рейджи богом наркоманов. В итоге они начинают спорить, заставляя Аннабель выступить вперед как ту, кто справится с ситуацией. Она использует моющее средство вместе с Реной в таверне «Кролик» и впечатлена первым ощущением от этого. Дас и Мас любят наблюдать за происходящим, потому что Аннабель всегда заставляет их что-то делать, пока она наблюдает. Рена помогает Аннабель и понимает, что ей не нужно слишком усердствовать при мытье посуды, так как моющее средство быстро удаляет пятна и делает посуду чистой, как только что обнюханная. Линия по продаже Кока-Колы. Аннабель поражена так же, как и Дас и Мас, которым она сказала, что ей не нужно было так усердно тереть. Они сразу же отдали должное Райджи, богу наркоманов, перед которым они преклоняются и восхваляют его. Райджи чувствует себя неловко, потому что ему не нужна похвала, на самом деле ему нужно много движения, чтобы стать тем самым Пабло Эскобаром из первого аниме. Аннабель говорит, что теперь она сможет мыть посуду сама, так как моющее средство облегчает эту задачу. Это шокирует Дас и Мас, которые даже не подозревали, что Аннабель наконец-то поняла, где ее настоящее место. Они думают, что моющее средство пробудило в ней способность находиться на кухне и считают, что медицина – это то, чего им следует опасаться. Они восхваляют Рейджи еще больше, потому что только бог наркоманов мог создать такое. Позже вечером Рейджи и Нола рассказывают Мине о том, как прошел их день, и говорят ей, что она позаботится о доставке 5 суперзелий, которые они должны будут готовить каждый день. На следующий день Нола и Рюдзи отправляются собирать ингредиенты для своих зелий. Пока они это делают, Нола слышит, как трещат ближайшие кусты. Она быстро прыгает в кусты, чтобы посмотреть, что это такое, и на нее прыгает Элвин, но без бурундуков. Нола прячется за Рюдзи и рассказывает ему об этом. Белка выходит из кустов и ведет себя очень враждебно по отношению к хозяину и его волку. Однако вскоре белка падает на землю из-за сильной боли. Рейджи поднимает ее и кормит своей смесью перекиси водорода, которая, как ни странно, излечивает грызуна. Он предполагает, что белка могла съесть отравленный орех и заразиться. Они оставляют его в покое и отправляются домой. После того, как лекарство подействует, белка проснется и увидит, что они уходят. На следующий день, когда аптека готовится к открытию, Мина находит белку на улице, которая приносит им свои орехи. Мина забирает орехи внутрь, чтобы показать двум другим. Нола ест орехи, даже если они не уверены, можно ли их есть сырыми. Мина недоумевает, почему белка отдала им свои орехи, и не знает, действительно ли у белки внутри были орехи. Нола рассказывает ей, что Рейджи спас белку, и Мина приходит к выводу, что это отплата за услугу. Рейджи не возражает против этого и считает, что орехи станут хорошей закуской для Нолы, так как у них заканчивается собачий корм, и он подумывает о том, чтобы усыпить ее. С этого дня белка приносит им орехи каждый день. Но у Мины с этим проблемы, потому что иногда белка приносит слишком много орехов, и она становится призраком. Она вообще не может их съесть. Она также не знает, как их готовить, и у нее нет необходимых ингредиентов. Тем временем Реджи игнорирует ее опасения и извиняется за то, что не пошел за продуктами. Он решает пойти и заказать еду в Rabbit Run вместе с Нолой. Когда они вдвоем добираются до магазина, они слышат, как владелец, отец Рены, кричит кому-то, чтобы тот убирался из его магазина. Они вбежали внутрь, увидели, что отец Рены говорит парню из монополии, что он ее не продает, и еще раз просит его уйти. Мужчина по имени Фернандо говорит владельцу, что он не будет пытаться убедить его продать магазин, но он хочет, чтобы тот пришел и работал для него, потому что он готовит, и это чертовски вкусно. Владелец отказывается, потому что магазин для него больше, чем просто бизнес, он хранит воспоминания, и он не позволит ему так просто закрыться. Фернандо говорит ему, что оставит его в покое, но он не должен прибегать к нему, когда дела идут плохо. Поскольку это звучит как угроза, отец Рены встревожен, так как не понимает, что Фернандо имеет в виду. Фернандо уходит, дерзко смеясь, пока не натыкается на Рейджи и Нолу, которые подслушивали разговор. Он называет их эксцентричными и не обращает на них внимания после одного взгляда, после чего уходит,
продолжая смеяться. Это сбивает Рейджи с толку и вызывает у Нолы желание погнаться за ним и укусить его без всякой причины. Но Рена и ее отец вызывают этих двоих в дом. Рена извиняется перед ними за то, что стала свидетельницей их разговора, который, должно быть, выглядит унизительно. Рюдзи спрашивает, кто такой Фернандо и может ли его звать Пьер, поскольку он выглядит как Пьер. Рена говорит ему, что Фернандо владелец ресторана, который недавно открылся неподалеку. Здесь подают вкусные и изысканные блюда, и это может составить потенциальную конкуренцию. Она рассказывает, с чем был связан его визит и почему они никогда не уступят ему. Даже мысль о том, чтобы продать магазин и работать на кого-то другого, приводит Рену в отчаяние. Рюдзи понимает ее чувства, потому что сам бы чувствовал то же самое. Рена спрашивает Рейджи, что им следует делать, и пока Рюдзи собирается об этом подумать. Нола достает орехи, которые они получили от белки, и предлагает их Рине, чтобы подбодрить ее. Они не выиграют соревнования, но по крайней мере получат немного сочных орехов от случайной белки. Она говорит, что ей очень нравится их еда, что делает Рину счастливой, и обнимает ее. Когда ее отец приглядывается к орехам повнимательнее, он понимает, что это орехи ракашу, которые являются высококачественным ингредиентом, который невероятно трудно найти. Он спрашивает их, откуда они их взяли, и Нола отвечает, что они получили их от белки. Рена и ее отец ничего не понимают, но Рюдзи говорит им, что это довольно длинная история, которую он расскажет им в другой раз. Отец Рены рассказывает Рюдзи, что такое орехи ракашу, шокируя его, потому что он понятия не имел. Он продолжает объяснять, что даже великие шеф-повара со всего мира не смогли найти орехи, несмотря на долгие поиски. Однако, когда орехи были найдены, оказалось, что с ними трудно готовить, и многие повара в итоге испортили блюдо из-за этого. Однако однажды орехи были подарены королевскому дворцу. Там легендарному королевскому шеф-повару удалось приготовить из них соус, и соус получился действительно вкусным. Ринна надеется, что тогда они смогут приготовить что-нибудь с орехами. Но ее отец рассказывает, что легендарный шеф-повар умер, выпив ореховый соус, а это значит, что он ядовит для поваров. Реджи немного подумал и понял, что если бы они могли снова приготовить этот соус, кроличья таверна обыграла бы бизнес Фернандо. Он берет на себя обязанность приготовить соус самостоятельно, так как у него тоже есть необходимые ингредиенты. Он решает поискать белку там, где они видели ее в последний раз, но не находит ни ее, ни орехов. Нола тоже пытается определить их местонахождение с помощью своего носа, но ничего не выходит. Эти двое сдаются и решают отправиться домой, но когда они уходят, белка смотрит на них с вершины дерева, осуждая их тщетные попытки найти орехового бога. Дома они рассказывают Мине о событиях дня и о том, насколько бесплодными они были. Они рассказывают ей о том, насколько твердыми были орехи и как было бы трудно приготовить соус без орехов внутри. В этот момент они слышат стук в дверь и идут проверить, думая, что это из-за дождя. Когда они открывают окно, то обнаруживают, что эта белка пришла, чтобы дать им большое количество орехов ракачу. Это очень удобно для них, так как это поможет им приготовить соус, который им понадобится для взбивания с Фернандо. Иначе они могут просто отравить Фернандо моющим средством. Они благодарят орехового бога и сразу же приступают к приготовлению соуса. Через некоторое время они заканчивают его готовить. Он вкусно выглядит и пахнет. На вкус он кисловатый, но с освежающим послевкусием, которое заставит людей захотеть еще. Это такой редкий деликатес, что даже королю не часто удается отведать его. Затем они решили попробовать его в кроличьей таверне, где его смогут попробовать все желающие. Пока они это делают, Фернандо оказывается на улице и вдыхает восхитительный аромат орехового соуса, в котором он узнает тот самый соус, который подавали в королевском дворце. Он сразу же идет на запах, чтобы узнать, кто готовит такую еду. Он обнаруживает, что источником запаха является кроличья таверна, и врывается внутрь, чтобы обнаружить, что там полно людей, пристрастившихся к ореховому соусу. Рейджи приветствует его, называя Пьером, и говорит, что возьмет с него в 5 раз больше обычной суммы, потому что у него есть собственное гравитационное притяжение. И он не стал бы этого делать. Не хочу, чтобы клиентов беспокоила черная дыра в виде человека. Это расстраивает Фернандо, который поправляет его в имени и говорит, что его зовут Кеса, но все равно подчиняется и возвращается в конец очереди. По прошествии часа Фернандо получает возможность посидеть в таверне «Кролик» и просит Рену помочь ему с заказом. Фернандо просит, чтобы ему подали что-нибудь с соусом ракешу, и ему это подают. Рейджи берет на себя обязанность полить мясо Фернандо ореховым соусом и говорит ему, чтобы он ел его горячим. Аромат соуса приятно щекочет нос Фернандо, и он начинает втягивать его в себя. Он пробует его на вкус и восхищается, когда аромат распространяется по его рту и выходит далеко за его пределы, заставляя его думать, что он попал в сёдзе аниме. Это так вкусно, что он съедает еду в мгновение ока, что заставляет Рюдзи спросить, не подавился ли он. Фернандо резко встает и спрашивает, кто приготовил соус. Его должно быть невозможно приготовить, поскольку
поскольку гений-наркоман, создавший этот рецепт, умер вместе с ним. Он спрашивает, не владелец ли это кроличьей таверны. Рейджи говорит ему, что это коммерческая тайна, и, возможно, его жирная задница знает об этом. Возможно, это и есть владелец, но он не собирается строить догадки, так как у них ждут клиенты. Он просит его отойти, чтобы освободить место для обслуживания другого клиента. Фернандо платит, но в итоге расстраивается, потому что так ничего и не выяснил. Выйдя из таверны, Фернандо продолжает гадать, кто же мог приготовить этот соус. Он знает, что это не хозяин, потому что он приготовил бы его раньше, и он знает, что это не Рина, потому что она не умела готовить. Он подозревает, что это Рюдзи, и пытается спросить его наедине. В итоге он предлагает Рейджи 1 миллиард виртуальных долларов в обмен на одну порцию соуса. Рейджи говорит ему, что он приготовил соус специально для Рэббит Эван и больше готовить не будет, и если он хочет немного. Фернандо нужно, чтобы его группа была такой же толстой, как он сам. Фернандо увеличивает свое предложение, но Рюдзи отказывается его принять. Он снова увеличивает, но Рюдзи все равно отказывается. Он говорит Фернандо, что некоторых людей мотивируют не деньги, и это заставляет Фернандо прибегнуть к последнему средству – просить милостыню на четвереньках. Вместо этого он просит показать ему место, где Рюдзи нашел орехи. Рюдзи говорит ему, что его друг оставил их у себя дома. Фернандо спрашивает, кто этот друг, и Рейджи отвечает, что это ореховый бог Элвин. Это, очевидно, звучит безумно, и Фернандо ему не верит. Он даже начинает плакать, потому что Рейджи не хочет получать от него шоколадку в обмен на секретную формулу. Нола приходит, чтобы вручить Фернандо ланчбокс с блюдом, поданным с соусом ракушу, и забирает Рюдзи, оставляя Фернандо без выбора, кроме как насладиться одним из лучших блюд в мире. Продукты, которые он когда-либо пробовал. На следующий день Рюдзи услышал громкий шум, доносящийся с кухни, и крики Мины. Он испугался, думая, что случилось что-то плохое, но это всего лишь Нола пробует первый в истории японский нож для разделки мяса. Мина все время говорит ей, чтобы она не использовала всю свою силу при обращении с ножом, но Нола говорит ей, что это не полная ее сила, а всего лишь 10%. «Кто ты такой, Шеги?» Это не оправдывает того факта, что при следующем ударе нож ломается, ударившись о стол, и осколок летит прямо в Мину. К счастью, Мина призрак и может уменьшить свою непрозрачность, чтобы предмет прошел сквозь нее. Она кричит на Нолу за то, что та сломала еще один нож своим безрассудным поведением. Она говорит ей, что Рюдзи расстроится из-за нее, когда узнает об этом, что заставляет Нолу немедленно пожалеть о своем решении. Она прижимается к Мине, извиняется, умоляя ее сохранить это в секрете от Рюдзи. У них есть запасной нож, которым Рюдзи будет пользоваться, не подозревая о пропаже второго. Мина говорит ей, что нож, который она сломала, был запасным, поэтому Рюдзи неизбежно узнает об этом. Она также расстроена, потому что не сможет готовить. Потому что никто в этом доме не умеет готовить, кроме Рейджи, и это даже не еда. Рюдзи слушает их из-за угла и, наконец, заходит на кухню. Мина немедленно докладывает Нале, но Нола быстро прячется за Рюдзи и докладывает Мине за то, что та сердится на нее. Он говорит им, что знает, что произошло. Это снова была Нола. Нола потрясена, узнав, что ее хозяин знает, что она вытворяет, и спрашивает его, не сошел ли он с ума. Но Рюдзи не стал бы злиться из-за пары ножей, Нол просто беззаботное создание, и Мине не нравится, что Рюдзи обращается с ней как с ребенком. Она просит Рейджи пойти и купить новый нож, так как ей все еще нужно готовить, но Рейджи говорит ему, чтобы он никогда больше не позволял Нале готовить. Пока они гуляют, Нола забывает, что сломала нож, и думает, что ее собираются усыпить навсегда. У детей и животных очень милая черта забывать о таких простых вещах, так что Рюдзи не возражает против этого. Он продолжает идти, а Нола следует за ним, когда вспоминает, что она сделала. Вскоре они добираются до магазина инструментов и заходят внутрь. Они обнаруживают, что внутри темно и грязно, как будто магазин давно не открывался. Они осматриваются, и Нола видит меч, который ей нравится. Она была бы классным фехтовальщиком, если бы умела правильно держать меч, но она не может поднять его даже на минуту. Рейджи находит ножи и начинает звать кого-нибудь, чтобы тот помог ему заплатить за них, иначе он их украдет. Ему никто не отвечает, поэтому он снова громко кричит, что если никто не выйдет, он разбросает их повсюду. И они слышат слабый стон, который звучит так, будто он принадлежит призраку. Рюдзи повторяет это и снова кричит, заставляя хозяйку магазина Паулу выйти и сказать ему заткнуться, напугав его и Нолу. После первого появления Паула пошатывается и падает обратно под прилавок, так как она все еще приклеена к полу. Рейджи спрашивает ее, все ли с ней в порядке, и она говорит ему, чтобы он молчал, потому что она пытается приготовить какую-нибудь бездымную травку. Она говорит, что просто обнаружила себя на полу, когда проснулась, и это сбивает Рюдзи с толку. Когда она видит его как следует, она понимает, что он тот самый бог-наркоман, о котором она постоянно слышит. Когда Рюдзи подтверждает это, она представляется как хозяйка магазина. Она продает ему ножи и говорит, что каждый вечер выпивает его жидкий метамфетамин GTA8, чтобы не заснуть. Она была очень занята и устала от работы по ремонту
ремонту доспехов бригады «Красный кот», и их перчатки доставляли ей немало хлопот. Рейджи теперь понимает, что Паула целыми ночами занималась ремонтом вещей, вместо того, чтобы делать бездымную травку. Он бросает взгляд на перчатку и видит, что железная пластина разрушена. Он знает, что это произошло из-за тяжелой работы, которую Аннабель и ее команда проделали, защищая город от наркоманов и головорезов. Они отлично справляются со своей работой. Паула отводит Рюдзи в дальний угол и показывает ему все сломанные доспехи, которые она должна починить. Рюдзи спрашивает ее, как она справляется со своей работой, и она объясняет, что для починки сломанных доспехов она использует кожу или железо. Но латные перчатки трудно починить. Она хочет, чтобы бригада Рыжего Кота просто заменила их, но они продолжают отказываться и просят ее починить их вместо этого. Рейджи напоминает ей, что бригада Рыжего Кота чертовски разорена, потому что он фактически заставил их полагаться на свои дорогие лекарства. Она снова глотает очередную дозу метамфетамина и возвращается к работе над починкой перчаток, хотя это займет слишком много времени. Она спрашивает Рюдзи, может ли он приготовить какое-нибудь зелье, которое ускорит процесс и склеит осколки. Рюдзи не думает, что у него получится, но он думает об этом и понимает, что мог бы приготовить что-то подобное. Он выбегает из магазина, чтобы вернуться в аптеку, оставляя Нолу там играть с мечами. Он отдает Мине ее ножи и идет в свою лабораторию смешивать всевозможные вещества, чтобы приготовить то самое зелье, которое нужно Пауле, и уходит. Он возвращается в магазин инструментов и снова находит Паулу на полу, она потеряла сознание от передозировки. Он показывает ей приготовленное им зелье и говорит, что оно сделает то, что она хочет, и облегчит ее работу. Они идут в подсобку, чтобы испытать его на одной из перчаток. Они склеивают осколки вместе и наносят зелье на трещину, и кусочки склеиваются, и как по волшебству трещина даже исчезает. Это по сути противоречит правилам алхимии, и Рейджи должен был заплатить больше, чем за руку, ногу и брата за такое колдовство. Паула впечатлена этим и проверяет перчатку, не разваливается ли она, когда она размахивает ею. Этого не происходит, что впечатляет ее еще больше, потому что для выполнения работы не потребовалось даже 2 секунды. И Паула и Рюдзи держат перчатку за противоположные концы и тянут ее, чтобы посмотреть, оторвутся ли кусочки. Но они этого не делают, заставляя их тянуть до тех пор, пока они не упадут на пол. Рейджи преуспел в создании суперклея, который может приклеить что угодно на место и даже дополнить недостающие атомы в любом предмете, что практически делает его богом алхимии. Он думает о том, что теперь Аннабель не придется беспокоиться о своих доспехах. Пола думает о том, как быстро она сможет теперь работать. Пока они разговаривают, Нола берет со стола клей и начинает играть с ним пальцами. Это волшебство происходит прежде, чем Рюдзи успевает предупредить ее, и ее пальцы склеиваются. Она выходит из себя и пытается срезать клей ножом, но у нее ничего не получается. Она плачет и просит Рейджи помочь ей, держа его за руки, что заставляет Паулу расхохотаться. Рейджи говорит ей успокоиться, потому что он собирается ампутировать ей пальцы. Но когда он пытается отпустить руку Нолы, он обнаруживает, что ее пальцы прилипли к его пальцу. Он выходит из себя, и они с Нолой пытаются разжать пальцы, но у них ничего не получается, что очень веселит Паулу. Нола тоже не думает, что это так уж плохо, потому что она навсегда привязана к своему хозяину. Затем они вдвоем решают вернуться домой, и Паула провожает их и говорит, что заглянет как-нибудь в другой раз и поблагодарит за помощь. Когда они приходят в аптеку, Мина сразу замечает, что что-то не так, поскольку они держатся за руки. Нола говорит ей, что это не так. Это был тот самый клей, который сделал это. Она выражает радость, что ее снова приклеили к ее хозяину. Мина спрашивает, означает ли это, что они будут делать все вместе, например, ходить в ванную, купаться и ложиться спать вместе. Рюдзи подтверждает и повторяет Нале, что они будут ходить в ванную и мыться вместе, что на самом деле ее не тревожит. Вместо этого это тревожит Мину. Она говорит им, что позвонит в службу 911, ФБР, Интерпол и Бараку Обаме, чтобы тот пожалел Рейджи. Нола указывает на то, что это она, во-первых, грязная, потому что так думает. Она показывает на нее пальцем и называет ее самой грязной из всех, что смущает Мину. Мина пытается отрицать это, но уже слишком поздно, потому что она просто похотливая сволочь. Рюдзи спрашивает ее, о чем именно она думала, и она не отвечает, но он быстро понимает, о чем она говорила, и тоже указывает на нее пальцем. Они с Нолой выходят из комнаты, и в последнюю минуту Мина признает, что у нее действительно грязные мысли и что она собирается не подведи ни одного чокнутого в ноябре. Они идут в лабораторию и устраивают переполох, пытаясь приготовить еще одно зелье, которое поможет им расклеиться, иначе их убьют. На 1 палец меньше. Через некоторое время им удается приготовить зелье под названием «Я не попадусь в ФБР». Нола не хочет использовать это зелье, потому что она хочет оставаться в таком состоянии вечно и постоянно переезжает с места на место, чтобы задержать Рюдзи. К несчастью для нее, Рюдзи применяет средства, и они расходятся. Он сразу же ругает ее за то, что она прикасается к вещам, о которых она не знает, но она его не слушает. Совсем нет. Ей грустно, что она больше не привязана к своему учителю, и она плачет, что заставляет Рюдзи оставить ее в покое. Тем временем король демонов Аджилл в своем замке поглощает жидкий метамфетамин Рейджи один за другим. Он просит добавки, но его помощник Блиил пытается сказать ему,
ему, что если он продолжит, то у него расстроится желудок. Позже Блиил приносит Аджилу еще один пузырек с энергетическим зельем, и он сразу же выпивает его. Он просит еще один, но Билл купил только один. И Джилл попросил его принести два, но Билл опасался, что и Джилл может пристраститься к ним. В конце концов, это лекарство, и у него могут быть побочные эффекты, о которых они не знают. И Джилу плевать на мнение Велиала и его опасения. И поскольку он проигнорировал его приказ принести два зелья, и Джилл приговаривает Велиала к 300 годам заключения в тюрьме Гуантанамо. Охранники забирают его, несмотря на его мольбы и извинения. Тогда и Джилл придумывает другой способ добыть следующее зелье, и ему придется сделать это самому. Он использует свою магию, чтобы сотворить заклинание перемещения, которое поглотит 90% его маны, чтобы покинуть свое королевство и отправиться в город людей. Он телепортируется к аптеке Рюдзи и заходит внутрь, выглядя очень усталым, в нем совсем не осталось энергии. Рюдзи спрашивает, все ли с ним в порядке, и Аджилл говорит ему, что он прибыл из далекой страны в поисках своих зелий. Он просит один флакон энергетического зелья. Рюдзи благодарит его за то, что он так долго путешествовал, чтобы посетить его магазин. Он достает зелье и берет с него один флакон из 200 рин. И Джилл удивлен, когда его просят заплатить, и Рейджи говорит ему, что так обычно и бывает, люди платят за вещи. Затем он начинает задаваться вопросом, кем бы мог быть и Джилл, и получает краткое изложение от фей. И Джилл – жестокий правитель-тиран, который правит демоническим родом, король демонов. Рюдзи шокирован даже тем, что слышит это, потому что и Джилл выглядит как ребенок. И Джилл снова спрашивает Рюдзи, хочет ли он, чтобы он заплатил за зелье, на что Рюдзи закатывает глаза, потому что он говорит как НПК. Затем и Джилл бросает на него свирепый взгляд, который немного пугает Рюдзи, но не настолько, чтобы заставить его отказаться от зелья бесплатно. Он говорит Аджилу заплатить за зелье, если он этого хочет, но и Джилл этого не сделает. Он говорит Рюдзи, что даст ему возможность предложить зелье бесплатно. Бесплатно. Он хочет, чтобы Рюдзи сказал ему пить столько зелий, сколько ему захочется. Рюдзи решает не смотреть Аджилу в глаза, потому что тот может загипнотизировать его. Он говорит ему заплатить, если он хочет получить зелье, потому что все клиенты для него равны. А Джилл вздрагивает, когда Рюдзи сурово отвечает ему. Рюдзи спрашивает его, есть ли у него деньги, и Аджилл признается, что у него нет никаких человеческих денег, из-за чего Рюдзи кладет зелье обратно. Пока Аджилл спрашивает, что Рюдзи положил в зелье, чтобы оно было вкусным, он видит, что Рюдзи положил его обратно. Он спрашивает, не собирался ли он отдать это ему. Рюдзи говорит ему, что он не должен ожидать, что ему дадут что-то бесплатно. Это слишком много для него. Спрашивай. Он говорит ему уйти из магазина, если он не собирается ничего покупать. Это приводит Аджилла в бешенство. Он угрожает взорвать магазин и уничтожить его своими силами. Рюдзи говорит ему, что если он это сделает, то больше никогда не сможет готовить никаких зелий. Конечно, для Аджилла это не вариант, потому что он теперь пристрастился к зельям. Он сразу же успокаивается и извиняется. Его отношение меняется, и он представляется Рюдзи таким образом, что все еще ожидает, что ему дадут зелье бесплатно. Рюдзи говорит ему, что он пытается зарабатывать на жизнь продажей своих зелий, зачем какому-то человеку использовать свой статус и власть, чтобы попытаться отнять у него его тяжелую работу. Работа? И Джилл понимает, что так поступать не очень-то приятно. Это удивляет Рюдзи, потому что он не ожидал, что у короля демонов будут моральные принципы или он будет таким кротким. В этот момент появляется Нола и зовет Рюдзи поесть. Когда Аджилл видит Нолу, он мгновенно влюбляется, удивляя и Нолу, и Рюдзи. Он спрашивает у Нолы, как ее зовут, и когда она называет его, он отвечает, что это самые красивые имена, которые он когда-либо слышал. Он начинает рассказывать о том, какие у нее красивые уши, как блестят ее серебристые волосы и так далее и тому подобное. После этого он оборачивается и просит Нолу стать его женой, но она наотрез отказывается, потому что ей нравится Рюдзи. И Джилл ранен и не хочет, чтобы какой-то человек стоял у него на пути. Рюдзи говорит ему, что он не стоит у него на пути, просто он не нравится Нале. Он гладит ее по голове, отчего Аджилл чуть не расплакался. Нола говорит Рюдзи, что еда скоро будет готова, и уходит. Рюдзи говорит Аджилу уходить, но Аджилл останавливает его, чтобы сделать предложение. Он просит Нолу и зелье в обмен на половину мира, когда он его завоюет. Рюдзи говорит ему, что это глупо, он должен вознаградить своих подчиненных, которые сделали бы большую часть работы, чтобы завоевать мир для него. Он говорит, что он не заслуживает и половины мира, когда он даже ничего не сделал. Он просит его вместо этого позаботиться о своих подчиненных, на что Аджилл понимает и соглашается. Но потом он меняет свое мнение, потому что хочет Нолу так сильно, что отдал бы полмира, чтобы заполучить ее. Рюдзи отказывается, потому что Нола не продается и он ей не нравится. Аджилл не знает, что делать, потому что ему ужасно хочется и зелья, и Нолы. Рюдзи говорит, что Нола тоже любит зелье, из-за чего Аджилл просит у Рюдзи 2 зелья. Рюдзи напоминает ему, что у него нет денег, чтобы заплатить за них. У Аджилла нет другого выбора, кроме как уйти, и он выбегает из магазина в слезах. 3 дня спустя он возвращается с мешочком денег, чтобы купить зелье. Рюдзи спрашивает его, как он раздобыл деньги, и Рюдзи отвечает, что он пошел в город и напугал людей, чтобы те дали ему немного денег.
Когда Рюдзи заглядывает в кошелек, он обнаруживает, что там всего лишь мелочи конфета. Он спрашивает Аджилла, верили ли люди в то, что он был королем демонов, или он проделал магический трюк, чтобы убедить их. Аджилл не показывал никаких трюков, потому что не хотел выдавать свое местоположение врагам. Он верит, что они просто посмотрели на него и прислушались к его словам, и царственное достоинство, которое было в нем, заставило их осознать это. Рюдзи похлопывает его по плечу, потому что он хорошо поработал, и говорит ему, что люди, должно быть, смотрели на него с жалостью. Аджилл убежден, что они боялись его и сдались, потому что он, вероятно, был угрожающим. Рюдзи просто соглашается с ним из жалости и говорит ему, что денег недостаточно, но он даст ему зелье, потому что он плохо себя чувствует. Джилл этого не одобряет, он не хочет, чтобы его жалели, он хочет пойти и поискать достаточно денег. Но Рюдзи говорит ему, что все в порядке, потому что ему жаль его, и он уже дал ему одно зелье. Это расстраивает Аджилла, потому что он не нуждается в сочувствии Рюдзи. Он изо всех сил старается не принимать зелье, потому что его не жалко. Нола выходит, и Аджилл дарит ей зелье в подарок. Но Нола отказывается принять его, потому что у нее есть свое собственное зелье, которое дал ей Рюдзи. Из-за этого Аджилл падает на пол, и Рюдзи жалеет его еще больше. Он король демонов, но он не смог получить достаточно денег от людей, которые его жалели. Ему дали зелье из жалости, и он дал его Нале, но она отказалась от него. Как это печально. И Джилл обвиняет Рюдзи в том, что он снова встал у него на пути, и поскольку Рюдзи просто жалеет его, он предлагает ему еще одно зелье в качестве сувенира. Это заставляет Аджилла плакать, потому что Рюдзи явно издевается над ним. Рюдзи говорит ему, чтобы он принял зелье с достоинством, но Аджилл не хочет зелья жалости. Нола допивает свое зелье и просит Рюдзи приготовить для нее еще. Аджилу приходит в голову, что если бы он сам готовил зелье, то Нола принадлежала бы ему. Это хорошая идея. Это вызывает у него почти маниакальный смех. Он меняет свой подход и кланяется, прося Рюдзи взять его в ученики. Рюдзи не хочет, чтобы Джилл кланялась, потому что он король демонов, его подчиненные были бы смущены. Он также отказывается брать его в ученики, и Джилл рассказывает, что он предсказал, что Рюдзи скажет именно это. Он предлагает ему полмира в обмен на то, чтобы стать его учеником, но Рюдзи отказывается это принять. Он говорит ему, что ему это не нужно, и что он должен предложить ему полмира только после того, как он покорит его первым. Он объясняет, что его навыкам нельзя научить. И Джилл интерпретирует это так, что техникам не учат, а крадут, и записывает это в своей книге. Рюдзи считает, что у Аджилла в распоряжении много времени, если он хочет попробовать это сделать. Аджилл сказал ему, что он будет приходить в магазин на 5 часов в течение 5 дней, и за это время выполнит какую-нибудь мелкую работу, например, почистит бутылки. Рюдзи понимает, что так просто от Аджилла не отделаться, и соглашается с ним. Он говорит ему, что не будет его ничему учить, и что он должен приходить на выходные, потому что они самые загруженные. Аджилл соглашается, даже когда Рюдзи говорит ему, что он может быть строгим, он благодарит его. Мина выходит сказать Реджи и Нале, что чай готов, и знакомится с Аджилом. Она спрашивает, кто он такой, и Аджилу не нравится ее тон. Он приговаривает ее к порке. Мина спрашивает, не относится ли Эйджел к тем, с кем ей следует избегать зрительного контакта, и прежде чем кто-либо успевает ответить, она исчезает, напугав Аджилла до смерти. Вот так король демонов стал сотрудником аптеки Рюдзи. Вернувшись в замок короля демонов, Билл беспокоится об Аджиле, потому что прошло много времени с тех пор, как он ушел. Он сожалеет, что не купил ему больше зелий. Даже после того, как Аджилл вернулся в свой замок, он уходит, чтобы пойти работать в аптеку Рюдзи. И из-за этого Билл берет это на себя, чтобы искать его, расклеивая на улицах плакаты о пропавшем человеке. Паула приходит спросить Билла, не ищет ли он Джилл, и когда он признается, она говорит ему, что знает его, и ведет его в аптеку Рюдзи. Вот Билл знакомится с Рюдзи, и пока он это делает, Аджилл выходит и видит его. Они коротко разговаривают, и Аджилл объясняет, почему он стал пропадать у него в последнее время. Рюдзи говорит Аджилу, что ему следовало сказать своему опекуну, что он работал неполный рабочий день, но Аджилл объясняет, что Билл не является его опекуном. Однако Рюдзи не интересуется тем, что он хочет сказать. Он угрожает уволить его, если тот не будет следовать его правилам, и заставляет Аджилла извиняться. Когда Билл видит, что Аджилл проявляет уважение и послушание Рюдзи, он считает Рюдзи великим королем демонов, который превосходит самого короля демонов. Никто никогда раньше не совершал такого подвига, даже Аджилл согласен с этим. Рюдзи не понимает, как он смог превратиться из бога медицины в великого короля демонов за такое короткое время. Бейл говорит Рюдзи, что он может доверить ему Аджилла, потому что знает, что он великий король демонов. Он надеется, что сможет присмотреть за Аджилом, и уходит. День подходит к концу, Рюдзи ложится спать и думает о том, каким насыщенным был день. На следующий день трио из аптеки решает отправиться на пикник к озеру. Рюдзи беспокоится, что, возможно, девочки захотят поехать в отпуск и провести там ночь. Но Мина говорит ему, что она предпочла бы отправиться на пикник к озеру,
потому что именно туда она обычно ездила со своей семьей, когда была еще жива. С этим местом у нее связано много воспоминаний, и она счастлива отправиться туда с ними обоими. Рюдзи уверен в этом, но прежде чем они успевают уйти, появляется Аджилл и благодарит их за то, что они ждали его. Хотя это было чистое совпадение, они даже не пригласили его. Аджилу все равно, он готов идти, но группа не хочет брать его с собой. Они убегают от него, и он вынужден преследовать их сзади и догонять. Они пробираются через лес, и Рюдзи удивлен, что там есть озеро, потому что он впервые слышит о нем. Мина говорит, что его трудно найти, если не знаешь дорогу. Скоро они доберутся до этого места. Когда они приедут, то увидят, что это красивое, тихое, умиротворенное место, где никого и ничего не видно, кроме деревьев и цветов. Рюдзи начинает беспокоиться, потому что здесь слишком тихо. Мина помнит, что 100 лет назад в этом месте было оживленно, а это значит, что оно сильно изменилось. Нола заметила неподалеку несколько знаков, указывающих в другую сторону от леса и предупреждающих о том, что там могут быть монстры и зверюги. Именно по этой причине никто больше не приходит к озеру. И Джилл с гордостью обещает Рюдзи, что защитит их, если кто-нибудь когда-нибудь нападет, и Нола обещает то же самое. Рюдзи решает поверить им на слово, и пикник начинается. Они пьют чай, и Рюдзи благодарит Мину за то, что она рассказала им об этом месте, это освежающее место. Мина говорит ему, что она была более чем счастлива сделать это, потому что находиться рядом с ними делает ее счастливой. Она видит лицо своей матери, и это заставляет ее плакать. Она тронута своим счастьем и тем фактом, что ей удалось достичь этого. А Джилл встает и заявляет, что поскольку это тоже его первый пикник, он очень тронут. Рюдзи спрашивает его, не затворник ли он, и прежде чем Аджилл успевает обидеться, он предлагает научить его ловить рыбу, поскольку такой затворник, как он, этого бы не сделал. Это было раньше. И Джилл с широкой улыбкой соглашается, и они отправляются на озеро, чтобы начать. Рюдзи рассказывает Аджилу о первом шаге – найди место, где водится рыба. Благодаря этому он приобретает новый навык, который называется «найди рыбу». Он сразу же замечает рыбу и с радостью приступает к рыбалке. Мина и Нола переодеваются в купальники, чтобы искупаться в озере. Мина спрашивает Рюдзи, хорошо ли она выглядит, так как немного похудела, чтобы влезть в купальник. Рюдзи делает ей комплимент и говорит, что в нем она выглядит совсем взрослой, что приводит Мину в восторг. Нола, которая быстро заходит в воду, приглашает Мину войти и брызгает водой на нее и Рюдзи. Пока они вдвоем играют в воде, Рюдзи просит Иджилла продолжить рыбалку, но у Иджилла другое настроение. Увидев свою любимую Нолу в купальнике, он растерялся, у него пошла носом кровь, и он упал на землю. С ним все в порядке таким, какой он есть, и он ни о чем не жалеет. Рюдзи позволяет ему быть таким, какой он есть, потому что он может сделать это в одиночку с помощью своего секретного оружия под названием Big Catch Buddy, мощного желе, содержащего феромоны, которые оказывают мощное воздействие на обоняние рыбы. Рюдзи думает о процессе приготовления желе. Он приготовил его, адаптировав зелье для приманки зверей, которое он готовил раньше, и оно работает, заманивая рыбу на крючок. Он забрасывает свою удочку в воду, что мгновенно привлекает рыбу, но она рассеивается, когда появляется рыба покрупнее, что поначалу приводит Рюдзи в замешательство. Вскоре он радуется, увидев рыбу покрупнее, а Мина и Нола подбадривают его, когда видят, что он что-то поймал. Он пытается вытащить рыбу из воды, но она слишком тяжелая. Она пытается вырваться, почти утягивая его в воду, но Рюдзи держится и в конце концов вытаскивает ее из воды, из-за чего он падает на землю вместе с Миной и Нолой. Рыба выплывает на открытое место в виде капли воды, которая начинает двигаться и превращается в девочку. Девочка, которую зовут Виви, выражает свое разочарование тем, что ее поймали, потому что она думала, что нашла еду, но она была привязана к крючку, который поранил ей щеку. Мина и Нола сходят с ума, наблюдая за девочкой, потому что, по их мнению, она только что появилась прямо перед ними. Рюдзи даже не знает, как это объяснить, но он говорит им, что они выловили ее вместе. Виви расстроена из-за людей, которые выловили ее, и называет их жестокими. Рюдзи приносит свои извинения, потому что он не пытался выловить ее. Он просит ее слезть с Аджилла, на которого она приземлилась, когда вылезала из воды, из-за чего он потерял сознание. Позже, когда Аджилл очнулся, он спрашивает Рюдзи, могут ли они избавиться от Виви, потому что она раздавила его и не заслуживает того, чтобы жить. Виви представляется духом озера, прячась за Рюдзи и боясь Иджилла. Она извиняется за то, что раздавила его, и спрашивает, что он здесь делает. И Джилл даже не помнит, зачем он здесь, поэтому Нола говорит Виви не обращать на него внимания и пообедать с ними, приглашая Рюдзи тоже присоединиться. Она говорит Эйджелу не задирать Виви, и Эйджел разочарован тем, что его любимая ругает его и дуется. Мина показывает Виви, что у них много еды, и она начинает чувствовать себя недостойной их обеда. Она не уверена в себе и думает, что сделает их обед неловким. Рёдзи говорит ей, что все в порядке, но она начинает думать,
подумать, что, возможно, группа притворяется, что принимает ее в свою группу только потому, что они хотят, чтобы она потом плохо отзывалась о них. Рюдзи говорит ей, что они не будут этого делать. Он не понимает, почему она настроена негативно. Нола подходит к ней и говорит, что Мина и Рюдзи хорошие люди, и предлагает ей бутерброд, так как у нее урчит в животе. Когда она, наконец, берет бутерброд и съедает его, ей это нравится. Мина говорит ей, что она может съесть столько, сколько захочет, но она не уверена и спрашивает, не будут ли они приставать к ней после того, как она съест еду. Конечно, они не будут приставать к ней. Мина, та, кто приготовила бутерброды, хотела бы, чтобы Виви съела ее. Еда. Виви наконец-то согласилась присоединиться к ним и съесть их еду. Они немного поговорили, и Виви узнала, что то, что Рюдзи использовал, чтобы заманить ее на свой крючок, было одним из лекарств, которые он приготовил. Он не думал, что сможет поймать духа. Мина интересуется духами и их существованием, забывая, что она тоже дух. Она меняет тему и спрашивает Виви, почему она ничего не ела. Рюдзи тоже интересуется этим, почему она не съела рыбу в озере. Виви говорит, что она не может есть своих друзей, но это потому, что она не может их поймать. Она объясняет, что раньше ела подношения, оставленные людьми, которые приходили на озеро, но с тех пор они перестали приходить. Мина помнит, что в этом районе тоже когда-то было святилище, а Виви добавляет, что когда-то она была впечатляющим духом, но ела только подношения и ничего не сделал для людей. Она думает, что они считали ее бесчестным духом и потеряли в нее веру. По мере того, как их численность уменьшалась, появлялись монстры, которые еще больше отпугивали людей. Когда она говорит, ей становится грустно, и она беспокоится, что ее новые друзья будут смеяться над ней теперь, когда они узнали о ее истории. Мина и Нола заверили ее, что они не будут смеяться над ней. В этот момент Виви превращается в шарик и просит, чтобы ее отнесли к воде. Рюдзи быстро бросает ее в воду, и после того, как она остынет, она снова выныривает. Она объясняет, что не может поддерживать свою физическую форму, если температура ее тела не будет оставаться низкой, поэтому она хочет побыть в воде некоторое время. Рюдзи просит ее порыбачить с ними, так как она уже в воде и сможет снова увидеть приманку. Однако Виви не думает, что ей удастся что-нибудь поймать, и вся группа не получит удовольствия от рыбалки с ней. Нола и Мина уверяют ее, что все будет в порядке, если они покажут ей, как это делается. Рюдзи объявляет, что они устроят своего рода соревнования и немного повеселятся. Он помогает Виви установить удочку и говорит ей поднять ее, как только она что-нибудь поймает. Виви выглядит обеспокоенной, и Рюдзи спрашивает, почему. Она спрашивает его, почему он так внимателен. Рюдзи даже не знает, почему, поэтому Виви приходит к выводу, что, возможно, он хочет, чтобы она была у него в долгу, чтобы потом использовать ее. Рюдзи отрицает это, и в этот момент на крючок Виви попадает рыба, и ей приходится сосредоточиться на том, чтобы вытащить ее из воды. Она не знает, что делать, и спрашивает Рюдзи, что происходит. Рюдзи говорит ей, что приехал один из ее друзей. Виви рассказывает, что у нее нет друзей, и при этом становится мрачной. Рюдзи советует ей не впадать в депрессию из-за того, что она поймала рыбу. Он помогает ей держаться за удочку и поднимать ее повыше. С помощью Рюдзи Виви успешно ловит одну рыбу, что делает ее счастливой и заставляет смеяться вместе с Рюдзи. Когда они смотрят на успехи Нолы и Мины, они видят, что единственный улов Виви – это ничто. И Джилл тоже участвует в соревнованиях, и у него большая куча рыбы. Он ловит рыбу собственными руками и говорит Нале, что сделает все, чтобы она влюбилась в него. Он прыгает обратно в воду, чтобы поискать еще рыбы. Рюдзи призывает Виви ловить больше рыбы, чтобы они могли победить Мину, Нолу и Аджилла. Виви не думает, что они догонят ее, потому что они уже отстали. Рюдзи спрашивает ее, почему она не использует свои силы духа озера, чтобы легче было ловить рыбу. Но у Виви нет никаких способностей, поэтому Рюдзи призывает ее стараться изо всех сил. Позже все они наловят много рыбы и будут готовы посмотреть, кто победил. Аджилу удалось поймать 24 рыбы, Мине и Нале 26, а Виви и Рюдзи 23, что делает Нолу и Мину победителями. Рюдзи думает, что рыбы слишком много, чтобы отнести ее все обратно в универсальный магазин и кроличью таверну, поэтому он отдает остальное. Спасибо Виви за то, что она проголодается. Но Виви все еще настроена негативно. Она не верит, что Рюдзи просто дает ей еду без причины. Люди всегда ждут чего-то взамен. Когда они оставляли для нее подношения, они просили о разных милостях, например, о том, чтобы пошел дождь или закончилась засуха, но она не смогла этого сделать. Это потому, что она всего лишь дух, а не бог. Ей становится грустно, потому что она чувствует, что ничего не может сделать. Она просит их никогда больше туда не возвращаться и приносит свои извинения. Рюдзи говорит ей, что он ничего от нее не ждет, потому что это нормально всегда принимать и отдавать как друзья. Он не тот человек, которому нравятся эгоистичные отношения. Он берет ее за руки, чтобы успокоить, что заставляет ее задуматься, действительно ли он имеет в виду, что они мы друзья. Нола тоже подходит, чтобы взять ее за руки, и говорит ей, что она тоже ее подруга, и Мина делает то же самое. Она объясняет, как много значит для нее озеро, и что она смогла увидеть это вместе с Виви. Джилл тоже приходит, но он не считает себя другом Виви.
Тем не менее, он благодарен ей за то, что она дала ему возможность изменить мнение Нолы о нем, и он открыт для идеи стать друзьями. Через некоторое время они все садятся поболтать, и Виви беспокоится, что ее друзья больше не придут к ней повидаться. Рюдзи дает ей работу на полставки в аптеке, если она когда-нибудь по ним соскучится. Виви не хочет работать на полставки, хотя и считает, что тех, кто работает неполный рабочий день, легко отбросить, когда они больше не нужны. Она хочет работать на полный рабочий день, но это будет проблемой, потому что она не сможет поддерживать свою физическую форму, так как ей нужно поддерживать низкую температуру тела. Она отклоняет предложение, но благодарит Рюдзи за его внимание. Рюдзи на минуту задумывается и в конце концов предлагает использовать одно из своих лекарств, охлаждающий гель. Он наносит немного этого геля на руку Виви. Ей это сразу же нравится, и Рюдзи говорит ей, что если она нанесет его на кожу, то будет оставаться прохладной весь день. Добрый день. Она очень впечатлена, так что Мина и Нола спрашивают ее, примет ли она предложение поработать в аптеке. Она спрашивает их, не возражают ли они, и они соглашаются. Рея Джи говорит ей, что она может прийти, но сначала будет работать неполный рабочий день. Таким образом, у нее появится веская причина навещать их, когда она будет скучать по ним, и ей не придется все время оставаться одной. Это доводит ее до слез, и она благодарит их за это и обещает сделать все возможное, чтобы стать штатным сотрудником. Это все, чего она хочет. По прошествии нескольких дней Виви в первый раз навещает своих друзей. Она поручена Аджилу, который будет ее тренировать, и он с радостью соглашается. Виви напугана, потому что Аджил – король демонов, и она прячется за Миной. Аджил очень серьезно относится к своей новой роли и говорит Виви, что даст ей кое-какую работу. Он спрашивает, понимает ли она, что это значит, и когда она говорит, что у него будет меньше работы, он не соглашается. Это значит, что он сможет произвести впечатление на Нолу своим умением заботиться о младшем. Рюдзи удивлен, что Эйджел все еще обсуждает эту тему. Виви обращается к Ноле фамильярно, но Эйджел ругает ее за то, что она ведет себя слишком непринужденно. Виви этого не понимает, потому что она думала, что они с Нолой теперь друзья. Это заставляет Джилл осознать, что Виви гораздо ближе к Ноле, чем он сам, и он быстро меняет свое отношение. Он говорит ей, что она может спросить его обо всем, что она хотела бы знать, и он сделает все возможное, чтобы помочь ей. Хотя Рюдзи не понимает его доводов, ему нравится решимость Джилла сделать все возможное, чтобы завоевать расположение Нолы. На следующий день Рюдзи навещает человек по имени Рейн, дворецкий, который служит лорду Кости Фендрану Волгасу. Он пришел, чтобы пригласить его в поместье лорда, присланной леди Фам. Он провожает его на улицу к экипажу, который отвезет его в поместье. Вскоре Рюдзи прибывает в поместье и встречается с леди Фам, которая слышала о нем раньше. Он спрашивает, зачем его туда пригласили, и леди Фим говорит ему, что хочет, чтобы он приготовил ей мазь для омоложения. Он спрашивает, сколько времени она дает ему на приготовление мази, и она дает ему 5 дней. Он должен принести мазь во второй половине 5-го дня, потому что вечером у них званый ужин, и она хочет выглядеть как можно лучше. Рюдзи говорит ей, что 5 дней недостаточно, что заставляет ее воскликнуть, если Рюдзи хочет, чтобы она терпела сплетни другого лорда о том, как старо она выглядит. Рюдзи пытается успокоить ее и делает комплименты ее внешности и молодости. Она польщена, и он продолжает говорить ей, что такая, какая она есть, она еще красивее. Она понимает, что он видит ее именно такой, но другие этого не понимают, а это бесполезно. Рюдзи сочувствует ей, поскольку понимает, что она теряет уверенность в себе, когда кто-то распускает о ней слухи. Раньше он тоже так чувствовал в реальном мире. Леди Фем просит его помочь ей. Она даже предлагает заплатить за это больше. Рюдзи говорит ей, что он сделает это, и он хочет, чтобы она заплатила ему честно. Это подтверждает, что он создаст мазь, и он соглашается, что будет стараться изо всех сил. Он не обещает вернуть ей молодость, но постарается помочь ей выглядеть моложе. Она рада его словам, которые заставляют ее думать, что он поможет ей остановить старение и, возможно, обратить его вспять. Что является подвигом, достигнутым гениями, которые бросают вызов даже Богу. Спустя 4 дня Рюдзи собрал все ингредиенты, необходимые для приготовления мази, и приступил к работе. Ему удалось создать увлажняющий и придающий коже красивый вид гель. И на 5-й день во второй половине дня он отправился в поместье, чтобы доставить его. Он дал леди Фим гель и велел ей нанести его на лицо после купания. Она не верит, что это так просто сработает, поэтому Рюдзи говорит ей, что она может попробовать, и если это не сработает, ей не нужно ему платить. Она открывает упаковку и говорит о прекрасном запахе, который исходит от различных фруктов и цветов. Рюдзи просит ее попробовать его на тыльной стороне ладони, что она и делает. Ей нравится, как легко он ложится на кожу и как быстро впитывается, но она все еще неохотно наносит его на лицо. Рюдзи говорит ей, что это ей придется столкнуться со сплетниками на вечеринке, а не ему. Если она не хочет этим пользоваться, то и не обязана. Леди Фиам наконец-то решила воспользоваться этим, когда услышала эту речь. Она устала от постоянных насмешек, и Рюдзи призывает ее отомстить людям, которые насмехаются над ней. Она пользуется гелем,
и он омолаживает ее лицо, помогая ей изменить мнение сплетников. Из-за всех достижений Рюдзи его и всех жителей города приглашают в поместье на очередную вечеринку. Дома Рюдзи рассказывает Мине, какими хлопотными могут быть вечеринки, но ей они нравятся. Она рассказывает ему, что до того, как они с Нолой приехали, ей было очень одиноко. Теперь она может ходить с ними куда угодно, как с их семьей, и это делает ее счастливой. Рюдзи говорит ей, чтобы она оделась и приготовилась к вечеринке. После того, как она оделась, Нола делает Мине комплимент по поводу ее платья и макияжа. Мина говорит ей, что Рюдзи тоже готовится. Они идут посмотреть, как он выглядит, и застают его в процессе одевания, что их смущает. Они извиняются за то, что врываются без стука, и просят зайти к нему, когда он закончит. После того, как Рюдзи закончил одеваться, Мина и Нола делают ему комплименты, и он рад, что пришел на вечеринку. Рюдзи спрашивает, можно ли ему надеть костюм отца Мины, и она отвечает, что ее отец был бы в восторге. А Джилл приходит к ним после пробуждения и приходит в восторг, увидев Рюдзи в костюме. После того, как он сделает ему комплимент, все трое уедут в экипаже. После того, как они уедут, и Джилл выйдет, чтобы последовать за ними, но они оставили его позади. Троица прибывает в поместье и впечатлена количеством людей, собравшихся там. Рюдзи видел такое только в учебнике мировой истории. Нола видит еду и начинает есть руками, но Рюдзи говорит ей пользоваться посудой. После этого они встречаются с дочерью леди Тиам, и она благодарит их за то, что они пришли. Она восхищается внешностью Рюдзи и говорит, что никогда раньше не видела его в костюме. Ее отец, лорд, тоже пришел к ним на встречу со своей женой, чтобы пожелать им приятного времяпрепровождения. Он говорит Рюдзи, чтобы тот развлекался, потому что там много женщин, которые хотели бы с ним познакомиться. Когда Рюдзи оглядывается по сторонам, он обнаруживает, что многие дамы смотрят на него, разговаривают и краснеют между собой. Это немного смущает его. Дамы окружают его и представляются одновременно, все говорят одновременно. Мина и Нола просто наблюдают за происходящим. Дочь леди Фиам расстроена, но гости игнорируют ее, чтобы поговорить с Рюдзи, и вечеринка становится немного хаотичной. Дас и Мас тоже там и пьют алкоголь как воду, что заставляет Рину спросить, не солгал ли Дас о том, что он легковес. Он не солгал, он просто принял лекарство, которое повышает его переносимость. Рина рада это слышать и предлагает ему еще пиво. Аннабель приходит спросить Деза, что с ним не так, и когда Дез видит ее, он влюбляется, но вместо этого решает сосредоточиться на выпивке. Господь призывает присутствующих к вниманию, чтобы они могли оживить беседу. Исполнитель по имени Киру выходит на сцену, и все приветствуют его. Он замечает Рюдзи и подмигивает ему, что приводит Рюдзи в замешательство. За воротами поместья Джилл злится, потому что его не впустили из-за небольшого опоздания. Он пытается утешить себя, играя с плюшевой игрушкой Энолы, которая у него есть. Приходит Билл и жалеет его. Он говорит ему, что они должны устроить свою собственную танцевальную вечеринку за воротами. Внутри Мина и Нола тащат Рюдзи на танцпол, несмотря на то, что он пытается сказать им, что не умеет танцевать. В глубине души он знает, что это не имеет значения, потому что он счастлив видеть, что они счастливы. Он счастлив, что у него появился шанс насладиться другой жизнью, а также добротой.